Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У по заявлению командующего воздушными силами ВСУ Николая Олещука был уничтожен над Краснодарским краем. Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что сбитый российский А-50У – это обновленная версия самолета стоимостью $350 миллионов. Крушение данного летательного аппарата подтверждается многочисленными российскими источниками. В социальных сетях выкладываются видеозаписи момента предполагаемого поражения самолета в воздухе, а также кадры пожара на месте падения. Представитель экстренных служб РИА Новости сообщил о падении в Краснодарском крае неустановленного летательного аппарата. По его словам, на месте падения горит камыш. Согласно данным оперативного штаба Краснодарского края, упали два летательных аппарата, марка и принадлежность которых пока не уточняются. Очевидцы также сообщают о двух упавших самолетах. Инцидент произошел в поселке Трудовая Армения, расположенном недалеко от восточного побережья Азовского моря. Министерство обороны России воздержалось от комментариев относительно падения самолета. Ряд российских военных корреспондентов настаивает на версии дружественного огня, как и после аналогичного инцидента 14 января. Военный телеграм-канал, близкий к ВКС России, писал, что в данный момент неизвестно, кто именно сбил самолет. На нескольких опубликованных очевидцами видео видно, что летательный аппарат отстреливал тепловые ловушки, пытаясь отвлечь ракеты. Однако это не помогло. В воздухе произошла яркая вспышка, после чего горящие обломки начали падать. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У создан на базе Ил-76. В настоящее время Россия прекратила их производство. На его борту мог находиться опытный персонал, подготовка которого занимает продолжительное время. Поэтому его гибель – существенная потеря для ВКС России. Тот факт, что за 40 дней потеряны уже два самолета А-50, дает основания предполагать, что их действительно могли сбить украинские военные. Оба борта непосредственно участвовали в боевых действиях против Украины. Однако обстоятельства их гибели настолько необычны, что однозначно ответить на вопрос о том, каким образом это сделали, крайне затруднительно. По предварительным данным, сбитый самолет упал в районе хутора Трудовая Армения. Расстояние от этой точки до ближайшего участка линии фронта составляет около 250 километров. Известно, что ВСУ не располагают наземными зенитными комплексами, способными атаковать воздушные цели на таком удалении. А самолет, сбитый 14 января, находился примерно в 150 километрах от линии фронта. В этих расчетах может быть значительная погрешность, поскольку были известны лишь приблизительные координаты А-50. Тем не менее, это почти предельная дальность для комплекса Patriot, наиболее дальнобойного из имеющихся у Украины. Нельзя исключать, что украинцы могли модернизировать и применить советский ЗРК С-200, максимальная дальность ракет которого достигает 300 километров. Однако это стационарный комплекс, развертывание которого у линии фронта было бы рискованно. Еще одна версия – дружественный огонь со стороны российских ЗРК, как и в первом инциденте. Но даже без учета системы распознавания «свой-чужой» операторы должны были опознать столь крупную воздушную цель на экранах радаров. По мнению комментаторов в телеграм-каналах, в Украину могли быть поставлены истребители F-16. Однако эта версия кажется маловероятной. Сложно незаметно подлететь к самолету, который отслеживает передвижение вражеской авиации. Согласно сообщениям в различных каналах, сбитый борт имел модификацию А-50У, модернизированный летающий радар, эффективно обнаруживающий малозаметные цели на большом удалении. Потеря такого самолета очень серьезна для ВКС России, поскольку подобной техники у них немного. По оценкам,
в готовом состоянии менее 10 единиц А-50У, хотя точных данных в открытых источниках нет. Согласно Military Balance 2022, на начало войны у России было 3 А-50 и 6 А-50У. С потерей двух из них у воздушно-космических сил будет еще меньше возможностей контролировать воздушное пространство над линией фронта и в украинском тылу, что в том числе облегчит и действия украинской авиации. Также стоит упомянуть, что в феврале 2023 года в результате взрыва на белорусском аэродроме Мачулище еще один такой самолет получил серьезные повреждения, и до сих пор доподлинно неизвестно, смогли ли россияне его восстановить. А-50 представляет собой самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданный в Советском Союзе и принятый на вооружение в 1989 году. Он был разработан на базе военно-транспортного Ил-76 для замены устаревшего Ту-126. В него интегрирован радиотехнический комплекс «Шмель», формирующий авиационный комплекс радиолокационной разведки и наведения. Благодаря «Шмелю» А-50 способен обнаруживать бомбардировщики на расстоянии 650 километров, истребители – 300 километров и крылатые ракеты – 215 километров. Данный самолет предназначен для выявления и непрерывного сопровождения воздушных и надводных целей, а также оповещения войск о воздушно-надводной обстановке. Кроме того, его можно использовать в качестве командного пункта для управления и наведения истребителей и ударной авиации на конкретные объекты поражения.